Сегодня группа BTS – это главные поп-иконы планеты, чьи треки бьют рекорды, а участники обладают безупречной репутацией. Но в самом начале пути лидером и главным лицом этой группы должен был стать совершенно другой человек – рэпер Iron. Iron. Настоящее имя – Чон Хон Чхоль, обладавший уникальным агрессивным голосом, невероятным талантом бунтаря и абсолютно разрушительной судьбой. В 2010 году продюсер Бан Ши Хёк собирал в Big Hit Entertainment андеграундную хип-хоп команду, и Iron делил одну комнату с будущим лидером РМ, стоя у истоков коллектива. Однако из-за смены стратегии компании в сторону айдол-формата с танцами и яркими образами, Iron отказался идти на компромиссы и покинул лейбл, после чего Намджун остался и возглавил обновленный состав, дебютировавший в 2013 году. Уйдя в сольное плавание, Iron триумфально занял второе место в шоу Show Me the Money 3 и выпустил мрачный, признанный критиками альбом Rock Bottom. 그래서 나는 돈하지 않아 쓰레기 같은 내 파도나게 절대 바꿔 가슴 옛날 매력적인 소리 늦어도 늘어담아 삶의 늪에서 나는 더 큰 세상을 보내 삶의 끝에서 후회하지 않게 나는 미친 듯. Но вскоре его жизнь покатилась по наклонной из-за употребления наркотиков, жестокого насилия над бывшей девушкой и громкого ареста за избиение подростка бейсбольной битой. Под колоссальным прессингом общества, судов и неминуемого реального тюремного срока 25 января 2021 года 29-летний артист был найден мертвым на клумбе возле жилого комплекса в Сеуле. 삶의 늪에서 나는 더 큰 세상을 보내 삶의 끝에서 후회하지 않게 나는 미친 듯이 달려 시골 같은 삶에서도 다시 일어나 원하는 대로 위로 가면 나는 살아가 나는 더 올라가. Полиция официально подтвердила отсутствие признаков насильственной смерти со стороны, зафиксировав гибель в результате падения с высоты, что окончательно закрыло все уголовные дела и поставило трагическую точку в истории человека, который мог стать частью BTS, но выбрал путь саморазрушения. Истоки и рождение легенды «Путь Чон Хон Чхоля» начался в провинции Кванджу, откуда он перебрался в Сеул с тяжелым багажом бедности, обид на мир и мощной энергией, которую выплёкивал в андеграундном рэпе. В 2010 году глава Big Hit Entertainment Бан Ши Хёк искал жестких уличных поэтов для формирования новой хип-хоп формации. Iron и Ким Намджун, РМ, стали первыми рекрутами этого эксперимента. Они вместе дневали и ночевали в крошечной студии, питались лапшей и записывали сырые демо-треки, составляя костяк будущей группы. Iron обладал старшим возрастом, непререкаемым авторитетом в андерграунде и дикой харизмой, из-за чего именно его рассматривали как главного кандидата на лидерство. Перелом наступил в 2011 году, когда выживающее на грани банкротства агентство осознало бесперспективность чистого протестного рэпа на коммерческом рынке Кореи. Бан Ши Хёк принял решение переформатировать коллектив в полноценный айдол-бойбенд с хореографией и поп-аранжировками. Для Айрона это прозвучало как личное оскорбление и предательство хип-хоп-культуры. Отказавшись красить волосы, учить танцевальные движения и подчиняться жесткому айдол-контролю, он демонстративно разорвал отношения с лейблом.
Намджун сделал противоположный выбор, адаптировался к жестким правилам индустрии и повел за собой обновленных Бантан к триумфу, в то время как Айрон предпочел творческую свободу ценой разрыва со старыми соратниками. Пик популярности и тяжелый взлет, доказав жизнеспособность своего таланта в одиночку, Айрон в 2014 году ворвался на экраны в третьем сезоне культового шоу «Show Me the Money 3». Его агрессивная манера исполнения, брутальная подача и бескомпромиссные треки вроде «Малис» мгновенно вознесли его на вершину зрительской любви. Заняв второе место в финале проекта, он закрепился в статусе звезды корейского хип-хопа. В 2016 году вышел его полноформатный сольный альбом «Rock Bottom», закрепивший за ним репутацию главного бунтаря сцены. В те дни, когда BTS собирали свои первые масштабные награды с эрой Wings, Айрон наслаждался плодами независимого успеха, гастролями и признанием. Но отсутствие внутренних тормозов и тяжелый характер начали разрушать его изнутри быстрее, чем росла его популярность. Первый арест в 2016 году принес условный срок и оттолкнул часть аудитории, но настоящий кошмар вскрылся в 2017 году, когда его бывшая девушка обвинила артиста в жестоких избиениях, попытке удушения, сломанном пальце и угрозах ножом с попыткой переложить вину на нее. Суд признал его виновным, навсегда закрепив за ним статус токсичного абьюзера, от которого отвернулись все крупные музыкальные площадки и лейблы. Падение на дно и гибель после нескольких лет затворничества и попыток реабилитировать свое имя в глазах публики, в декабре 2020 года Айрон совершил окончательное профессиональное и моральное самоубийство. Он был арестован по обвинению в избиении несовершеннолетнего музыканта, которого он обучал, и приютил у себя, нанеся парню десятки ударов бейсбольной битой из-за параноидальных подозрений. Перспектива реального и длительного тюремного заключения нависла над ним как неизбежный приговор, вызвавший глубочайший психологический кризис. Утром 25 января 2021 года охрана сеульского жилого комплекса обнаружила его тело на уличной клумбе. Прибывшие медики констатировали смерть от травм, характерных для падения с высоты верхних этажей здания. Официальное расследование полиции Сеула полностью исключило криминальный след или участие посторонних лиц, закрыв дело в связи с кончиной подозреваемого. Бывшие коллеги по цеху и старые знакомые по преддебютным дням предпочли хранить молчание, оставив трагедию Айрона за кадром блестящего мира корейской поп-музыки как предупреждение о том, как легко сжечь собственный гений во имя слепой ярости. Что, рэп ты не любишь? Предпочитаю Шекспира. Что сказать, я без ума от любви. Я Ромео, а ты моя Джульетта. Да, только они оба в итоге умерли. Ёп, в натуре? She's making me cry.